Добрый день, друзья! Сегодня расскажу о своей небольшой поездке в лес и что я оттуда привезла. И секундочку. Игрушку забери. Вот он хочет игрушку. Но для начала хочу вам рассказать о том, какие в нашей области есть леса. Наша область достаточно большая, ну или правильно сказать, не маленькая, потому что есть в России области значительно больше по площади, чем наша Ростовская область. И, конечно, в северной части нашей области есть и хвойные леса, и лиственные леса, и грибов там очень много. А у нас южная часть Ростовской области. И здесь, как таковых, лесов почти нет. До ближайшего леса 100 километров. И это чаще всего искусственно посаженные леса. И в тот лес, в который мы ездили, называется Александровский лес. И я всего сделала несколько фотографий в лесу. Мы именно хотели поискать грибы. Мы 30 лет ездим в этот лес, но не каждый год, потому что не каждый год, вот именно в нашей части, бывают осенью дожди. А грибы, как известно, растут хорошо после дождика. Бывают такие засушливые осенние периоды, что даже в лесу грибов нет. Но в этом году нам повезло. С грибами не повезло, но повезло то, что был дождь. И вот в один из дней мы приехали в такой чудесный лес. Там высажены дубы и клены. Лес по площади небольшой, но в нем очень приятно походить. Была великолепная солнечная погода, было плюс 18. Мы с удовольствием подышали лесным воздухом. И что же я там нашла? Да, мы обнаружили грибы, но их было очень немного. Но в лесу нужно ходить очень осторожно, даже когда собираешь грибы. Мы не раз там встречали оленей, не раз встречали кабанов. Но это было все по молодости. И вот кабаны могут подойти близко, к оленю близко не подойдешь. Но когда ты приезжаешь в лес, и вас там всего двое, вы не видите больше никого, то очень часто можно встретить оленя. И, конечно, мы их встречали там. Это потрясающее, незабываемое зрелище. Но давайте ближе к тому, что же я привезла из леса. Я привезла вот такую великолепную корягу с живым мхом. Долго искала в интернете, что же это за мох. У нас не болотистые места, у нас степи в основном, поэтому мха сфагнум у нас нет. Может быть, где-то на севере и есть, но близко к нам сфагнума найти невозможно. Я очень долго искала в интернете, что это за мох. Нашла. Это гипнум кипарисовый. Или еще называется коса кипарисолистная. Он относится к листостебельным мхам. Почему коса кипарисолистная? Посмотрите, как красиво растет. И очень похож на листья кипариса. Вот такая коряжка, привезена из леса. Помните, как-то почти 2 года назад я говорила о том, что мне хочется посадить дендробиум нобили, маленький отросточек, на какую-то деревяшку и показать вам, как она растет. И вот неделю назад под этим видео мне кто-то написал: а вы делали это? Я вспомнила. Да, перед тем, как поехать в лес, вот муж мне напоминает, под видео написали: а вы не сделали вот эту коряжку? Нет, та коряга, которая у меня есть, она абсолютно сухая. На ней будет расти. Я знаю, я пробовала, будет на ней расти. Только нужно купить такую же вазу
как у меня посажена ванда. Ну, не посажена, она просто живет в большой стеклянной вазе. Но за неделю мне некогда было искать вазу, поэтому я поместила эту корягу в пластиковую коробку. Поищу обязательно стеклянную, высокую. Может быть, это будет аквариум небольшой, может быть, это еще что-то будет. Потому что для того, чтобы дендробиум нобеле в ней рос, нужно что-то высокое. Но сейчас, пока этого нет, я хочу маленький отросточек, совсем маленький у меня есть отросточек от дендробиума, поместить на эту коряжку. Я ее неделю выдержала дома, ничем не обрабатывала, ни одного какого-то представителя насекомых не было обнаружено на этой коряжке. Но я не стала убирать с нее ни травку, которая на ней растет, ни коряжку маленькую, кусочек, который к ней приклеился. Не стала ничего удалять, отрывать. Оставила все как есть. А вот этот дендробиум и вот этот маленький отросточек я хочу сейчас отделить от материнского растения и поместить на этот мох. Не забываем, что когда мы отделяем детку, мы все инструменты обязательно должны обработать спиртом, водкой или каким-то раствором, обязательно спиртосодержащим. То есть обеззаразить. И подождать, пока секатор просохнет и с него испарятся пары спирта. И теперь мы смело можем отделить от материнского растения. Так. Корешки проросли немного в грунт. Сейчас постараюсь их достать. Так, хорошо зацепилась уже. Сейчас сложно на камеру это показать. Так, один корень. Вот его я попробую сейчас добыть, немного отодвинув грунт. Вич, не мешай, пожалуйста. Сейчас прогоню. Ух ты, как он глубоко пророс. Но, видите, как глубоко ушел в грунт. Несколько сухих корешков отрезаем. Здесь можно сделать вот так. Здесь вот так. Растущие корни. Этот корень был в грунте. А теперь нужно придумать, как его поместить на эту коряжку. Вот этот корешок. Он еще живой, но почернел немного. Оставлю его. Так, как-то нужно придумать, как это сделать, и постараться закрепить его. Вот так корни неплохо ложатся. Но стоять он так не хочет. Хотя хочет. Вот так получилось. И больше ничего делать не буду. Вроде он держится самостоятельно. Но все равно
я хочу воткнуть в мох зубочистку и вот так его придержать этой тоненькой зубочисткой. Держится. Если начнут расти корни, прорастать и укрепляться в мху, конечно, зубочистка убирается сразу. Накрою часть вот этой полиэтиленовой пленкой. К нему есть крышка. Здесь как бы нужно и создать влагу, и в то же время должно быть проветривание. Скорее всего, половину накрою крышкой, а половину затяну пленкой. Ну, в общем, я буду смотреть по обстоятельствам. Что получится, я вам потом расскажу. Но это такой, ну, просто эксперимент. И, конечно, если приобрету что-то стеклянное и более высокое, перемещать будем вместе с вами обязательно. Вот такие растения-забавы. Я считаю это экспериментом, забавным экспериментом. А вдруг будет отлично расти и красиво. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Как всегда, понаблюдаем. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Ричи, Мешался? мешался. Опять приставал к Лаке. Ричард, ты зачем к Лаке приставал? Ты ей игрушку давал, хотел поиграть с ней, а она не хотела? Нет? Она умная кошка. Ты же а я умная собака. Да, он обслюнявил все. Ой, ушел. Обиделся. Обиделся. Нет, скажи, я не обиделся. Я жду, чтобы ты мне игрушку бросил. Давай, дай. Вот так. Молодец. Молодец.